История истории, но чтобы не покрыться мхом и не отстать от жизни, надо заниматься и сёгоденнем. Поэтому и появилось это журналистское расследование. А то, знаете, история такая вещь. Если человек все время копается в прошлом, то у него появляется такой отстраненный взгляд, они становятся необщительные особо, даже несколько старомодные. Это дается в знаки работа в архивах и постоянное копание в прошлом. Я сама, когда бывало так посижу в архиве несколько дней подряд, то потом месяц-другой туда не заходила, потому что хотелось к солнцу и к жизни. Вот почему я с большим уважением отношусь к историкам и архивистам, ну, кроме, конечно, Анатолия Хромова. А тех рядовых историки и архивисты, которые там работают и делают для нас очень полезную, нужную и не очень высокооплачиваемую работу, я очень уважаю. В предыдущем ролике я рассказывала, как я пришла за помощью в группу «Доступ до архивов», которую оседлал Анатолий Хромов для своего пиара. Но у меня там все подвергли остракизму, кроме нескольких адекватных людей. И они мне посоветовали обратиться в ГО «Платформа прав людини». Я когда-то ходила на тренинги в нашем городе в одной такой ГОшке. И, кстати, весьма полезную получила информацию там и навыки, многому научилась. И в плане доступа к информации там тоже учили. Другое дело, что такие тренинги были для того организованы, чтобы найти сторонников. Но я к ним не примкнула, потому что попутно это были члены одной странной партии, близкой к так называемым антикоррупционерам. Я нашла сайт ГО «Платформи прав людини» і увидела, що у них є проект «Безкоштовна юридична допомога журналістам та засобам масової інформації за підтримки МЛДІ». Целі в ГО благородне, захист та розвиток прав і свобод людини, вільних та професійних ЗМІ. Вони підтримують юридичний захист ЗМІ та журналістів з усіх питань. І консультації, і представництво інтересів в судах, і допублікаційна експертиза матеріалів. Але головне, що в них є професіонали, які віддані ідеї прав людини, щирі та відповідальні. Партнери на сьогодні в цій громадській організації – це Національна спілка журналістів України, така поважна колись організація, як Українська Гельсінська група і People in the Need. Грамотеи, конечно. Есть такая чешская неприбыльная организация People in Need, то есть люди в беде. Ну, то такое. А от і наші професіонали, щирі та відповідальні, як ми пам'ятаємо. Ну і можу навіть зробити паузу, щоб ви фейс-контроль провели. А вот и сам нужный мне проект «Эффективный юридичный захист свободы слова в Украине», донором которой выступает Media Legal Defense Initiative. Самое главное, что они предлагают бесплатную юридическую помощь высококвалифицированных специалистов. Руководитель проекта Александра Степанова. Мы опять вернемся к нашим профессионалам и обратим внимание, как они себя позиционируют. Медиа-юрист. Но у меня уже был негативный опыт общения с головным экспертом з медийного права Игорем Раскладаем. Но это же, наверное, было бы неправильно стричь всех медиа-юристов под одну гребенку. В общем, я написала заявку просьбой предоставить помощь в составлении юридического документа. Через несколько дней мне пришло электронное письмо от Александры Степановой, в котором она мне предлагала связаться с Игорем Федоренко, партнером ППЛ. Как-то все это выглядело непрофессионально. Не указаны ни телефон, ни имейл Игоря Федоренко, то есть я должна догадаться, что он в копии письма. По идее, Игорь Федоренко должен был мне позвонить или написать, чтобы представиться, выяснить мою позицию и договориться, какие документы я ему должна прислать. Вместо этого мне предлагается писать электронное письмо Игорю Федоренко, а это письмо может попасть в спам, и заявитель будет сидеть ломать голову, получил Игорь Федоренко это письмо, не получил. Ну, кто-то скажет: ой, ну что ты придираешься, это такие мелочи, кто кому написал. Это может быть мелочи в общении двух подружек, но с точки зрения коммуникации с заявителями, в плане этики для уважающей себя организации это существенный недостаток.
Погуглив, чтобы узнать, кто такой Игорь Федоренко, я нашла единственно вот такую заметку Тернопольского пресс-клуба, который объявляет, что медиа-юрист проекта Игорь Федоренко будет помагати составляти запити про доступ до тієї чи іншої публічної інформації, також провадитиме допублікаційну юридичну експертизу журналістських матеріалів, які такої потребують. Складати запити – это простейшая, в принципе, процедура и достаточно штампованная, она на доступе до правды хорошо расписана. А допубликационная юридичная экспертиза, как я поняла, больше касается каких-то политических моментов. Но потом мы с Игорем Федоренко созвонились и целый час даже проговорили. Я пыталась ему рассказать же суть моего вопроса, а он пытался себя прорекламировать. То есть больше он говорил про свои здобутки, о том, как он какую-то редакцию защитил от рейдерства, что ли. Ну, я точно не помню, не буду утверждать. Но все это совершенно не имело отношения к сути моего вопроса и меня мало интересовало. 27 августа я получаю ответ от Игоря Федоренко в виде простого письма электронного. Это был винегрет из законов, который Игорь Федоренко насмыкал, где только есть страшное слово «конфиденциальная информация». Обязательно же притянул закон про информацию. Хотя кто сказал, что данные, которые я просила, были конфиденциальные? Или я базу или картотеку собирала? Я заявлением в ДДМУ, как положено, обратилась. Ну ладно, мы уже не говорим о законодательстве. Я не утверждаю, что я на 100% права. Я хотела всего лишь получить качественную юридическую экспертизу с точки зрения чиновников. Это я краезнавец. А вы высококачественные и хорошо оплачиваемые медиа-юристы. Это у вас на стенах, в кабинетах висят всякие сертификаты и блямбы. Обоснуйте мне, как положено, а не вот этот позорный винегрет. То есть все то, о чем мы говорили в части 3 «Бардак в Украине», медиа-юрист Игорь Федоренко просто не заметил. А теперь самое интересное. Кто же прислал мне этот ответ? Ни подписи, нифига. Может, это и не Игорь Федоренко был. Может, это какой-то другой юрист. В общем, полная безответственность. Такие консультации не стоят ломаного гроша. Кто-то получает огромные деньги за такие, с позволения сказать, советы, а на самом деле это продолжение всего того бардака в Украине, который мы писали в части 3. Окей, я же обращаюсь к Александре Степановой как руководителю проекта. Спрашиваю, что это было. Сообщаю, что количеством насмыканных цитат со страшным словом «конфиденциальный» меня не испугать, и что я не могу принять этот ответ на мою заявку, потому что он вообще никем не подписанный, и никто не несет ответственности за содержание этой консультации. Александра Степанова пообещала передать мой вопрос на рассмотрение руководства и обязательно сообщить мне о результатах. Это было, как мы видим, 2 сентября. Не знаю, с кем там советовалась Александра Степанова, но 14 сентября она мне присылает еще такое письмо о том, что она проконсультировалась с юристами, и они искали решение и предложили 2 варіанти. Перший – подати звернення до Мін'юсту, щоб вони дали роз'яснення щодо неправомірності відмови, оскільки згідно закону України про доступ до архівів репресованих органів комуністичного тоталітарного режиму, все, дальше я читать не буду, потому что это ни в какие ворота не лезет. Во-первых, опять подавать звернення и при этом опираться на закон про доступ до архівів репресованных органів коммунистичного тоталитарного режима. При чем тут этот закон? Опять же, какие-то анонимные, спонтом медиа-юристы слышали звон и не знают, где он. В общем, абы шо. Если бы я послала такое звернення и опиралась на этот закон про репрессивные органы, тогда мы бы просто посмеялись. По законам журналистского расследования мне теперь следует обратиться к донору Media Defense и сообщить им о моем печальном опыте с таким подтекстом, что какого черта вы финансируете весь этот бедлам. Посылаю письмо на email общей корреспонденции, ни ответа, ни привета. Тогда я нагуглила gmail-овский электронный адрес Алинды Мейер, и она мне ответила, что мы приняли во внимание ваш отклик и будем иметь его в виду. Нейтральненько так.
Вот команда Media Defense, и копия письма была отослана Эммануэлю Варгасу. А это, собственно, доноры Media Defense, то есть, что мы имеем в итоге за нашу тревожную курьершу из архива ДДМУ, которая решает вопросы доступа к информации в этой организации, уже вступились такие потужные налогоплательщики, как Великобритании, США и других стран. Прикиньте, на какой уровень я вышла. Ирина Коновец-Поплавская, краезнавец, против налогоплательщика Великобритании, США и т.д. Ну это капец просто. Ну а теперь посмотрим, что же такое из себя представляют все эти ГОшки, то есть неприбыльные организации. Проблема с ними не только в Украине. Я нашла заметку, которая называется «Как работают грантоеды» в Кыргызстане. Эркин Соз – это свобода слова по-ихнему. В Кыргызстане большинство НПО, это неприбыльные организации, прекрасно научились ловко использовать гранты, выделяемые зарубежными донорами для работы. Попросту они съедаются подчистую. И не секрет, что эти организации и создаются для того, чтобы на эти гранты прекрасно устраивать свою красивую жизнь. А как иначе можно объяснить то, что так называемые гражданские активисты имеют возможность покупать дорогие квартиры, строить шикарные коттеджи и ездить на дорогих машинах? Прикрываясь якобы благими намерениями по защите прав человека или борьбы с экологическими нарушениями, НПОшники грамотно занимаются распилом средств, выделенных им западными спонсорами. К этому лакомому действу допускают только своих. Они научились вести грамотную отчетность перед донорами и умело съедать их деньги. Посмотрите даже на то, кто в основном стоит при получении того или иного гранта. Одни и те же НПО – это своеобразный закрытый бизнес-клуб, новичков тут не жалуют. Конкуренты устраняются тем, что не допускаются до получения грантов. Но и здесь есть те, кто может сбрыкнуться. Ну и расписывается, как в Кыргызстане случилась конфликтная ситуация, а во время кипиша и вылазят наружу все эти проблемы. Интересно, что большой дискуссии на Западе я не нашла по поводу контроля над грантами, чтобы вот так Google, знаете, высыпал на меня. Понятно, что там тоже все видят и понимают. Вот я нашла статью 2008 года Кирана Макэвоя и Лорны Макгрегор «Правосудие переходного периода снизу. Массовый активизм и борьба за перемены». И в этой статье говорится, что правозащитники Шри-Ланки пренебрежительно называют такие НПО грантоедами и предполагают, что они представляют собой высокопрофессиональную индустрию мира, которая вписывается в повестку дня донора. Сообщая о ситуации в Боснии, в одном крупном отчете о построении гражданского общества утверждается, что те же 100-200 профессиональных элитных НПО, оторванных от массовых проблем и социальной реальности, проводят и посещают сотни круглых столов и семинаров. В результате вы получаете эффективное представление об участии местного населения. В итоге получается то, что называется виртуальное гражданское общество. В том же отчете говорится, вопрос в том, представляют ли эти НПО кого-либо еще, помимо тех, кто в них работает. Кстати, активисты в Украине, сейчас это имя ругательное. Настолько его испаскудили, что оно практически не употребляется. Хотя как краезнавец я знаю, что этот термин испаскудили еще в 1920-х годах, когда советская власть называла активистами всех тех, кто помогал им в репрессиях. В каждом селе были активисты, которые участвовали в КНС, выгоняли людей из домов, выселение в Сибирь, это все руками активистов. Если бы украинцы лучше знали историю, то они бы поостерегались, потому что он уже себя дискредитировал. Но его употребляли и все равно пришли к тому, что в современной Украине активисты-грантоеды это стали слова-синонимы. Весь этот активизм осуществляется за гранты, то и за деньги, причем за немалые деньги, что важно, из-за рубежа. И тут непонятно, то ли доноры участвуют в этом, то ли не знают реальную картину. Вот были такие антикоррупционеры в 2015-2019 годах, которые кричали о коррупции из каждого утюга. Сейчас им затипало. Начиная с 2019 их абсолютно все устраивает. Когда в Украине стало ясно, что что-то не так с этими антикоррупционерами,
то в «Экономисте», уважаемом типа издании, выходили статьи в их защиту, считая, что все, кто против них, это враждебная среда, с которой сталкиваются антикоррупционные активисты, журналисты и чиновники-реформисты. И это в 2017 году, когда реформы продвигались хоть как-то, сейчас они вообще остановлены. Через год, в 2018 году, проблема грантоедов достигла такого накала, что с этим надо было что-то делать. Их благосостояние росло как на дрожжах. Верховная Рада приняла закон, и борцы с коррупцией должны были подавать электронные декларации о доходах. И тут начался такой гвалт, что мама дорогая. В ответ организованная атака со стороны активистов и их доноров. Опять же вопрос, с чего бы донорам так конетелиться? Они же первые должны были быть заинтересованы в том, чтобы проверить, как тратятся их деньги. Послы стран Большой Семерки обратились к Верховной Раде с призывом отменить требования подачи электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний. Подключился еврокомиссар по вопросам расширения европейской политики Йоханнес Хан, когда тогдашняя власть проигнорировала все эти предъявы и не отменила требования к общественным активистам подавать электронные декларации. И даже Госдеп потребовал отменить закон, который обязывает антикоррупционных активистов представлять электронные декларации. Это было лирическое отступление. Вернемся к ГО «Платформа прав людини» и посмотрим отчетность. Как видим, за 2020 год отчетность не опубликована, придется довольствоваться 2019 годом. И здесь мы видим, что в этом году от благодетелей платформа прав людини получила 5 миллионов 631 тысяча 900 гривен. В месяц примерно составляет 470 тысяч гривен. Сумма, скажем так, немалая. І на що ж потрачені ці деньги? От результати діяльності. Отримали 12 остаточних рішень, 12 за рік. А от наш случай. Надали 185 письмових юридичних консультаций. Мы уже знаем сомнительное качество этих консультаций. Выводы. Не все ГОшки такие, о которых мы тут говорили. Тысячи ГОшек получают гранты и честно их отрабатывают, и я таких знаю. Как правило, чем проблемнее ГОшка, тем более размытые и громкие у нее цели, которые содержатся уже в их названиях. Поддержка медиа, верховенство права, защита прав человека, за экологию, против коррупции, за все хорошее, против всего плохого. Это первый признак, что в такой ГОшке что-то не так. Страдает от этого общество, потому что никто не собирается защищать ни экологию, ни права человека. ГО «Платформа прав людини». Посмотрите, права человека, все права мира. Ни о чем, короче. Второй, выводы в рамках журналистского расследования. Украина сама не выберется из этого бардака. У нас все еще нет социальных лифтов. Кто поумнее уезжают или уходят во внутреннюю миграцию, или спиваются. Это чуть лучше, чем в СССР. Потому что из СССР невозможно было уехать. И сейчас не каждый может прямо таки эмигрировать. Поэтому, конечно, надо, как в восточноевропейских странах, чтобы Европа вводила свои законы, которые никакая падла не смогла бы перекрутить на свой лад. Потому что там уже все давно устаканили и интерпретировали. В следующем видео я наконец вскрою письмо из Минюста, который ответил вместо Кабмина. Очень неприятная эта процедура, не хочется мне его вскрывать, потому что я не жду ничего хорошего. В каком смысле? В том смысле, что мне дадут качественный юридический ответ.